Jotha's story. Nem megyünk, csak megnézzük. Смотрите, вот это у нас метро, которое на самом деле не метро, а подземный трамвай. У нас там наверху красивая улица идет до площади Героев, и там хотели пропускать трамвайную линию. Но если там трамвай поедет, то красивые дома от этого не видны. Тогда взяли и просто вот спрятали под землей. Они очень старенькие, с 1896 года бегают, те же вагоны. Это желтая ветка, а поскольку цвет этих вагонов желтый. Мы сейчас садимся на этот автобус и поедем на тот берег сначала, старый город. Значит, у нас Дунай отделяет город на две части. Мы сейчас с вами на левом берегу. Это называется Пешт, это равнина и как будто гражданская часть города. А сейчас мы пересекаем Дунай, будем на другом берегу, который называется Буда. У нас были родственники гуны, которые в V веке были на этой территории. Их руководитель был Атилла, у него был брат Будда, так что название от него и не от буддистов, многие так считают. Еврейский городок средневековый. И когда нам приехал сын императрицы Марии Терезы, Йозеф II, в 1783 году, он поменял закон, потому что до этого они имели право только здесь на холме жить. А после его закона они смогли свободно переселяться, и тогда они пересекали Дунай и остались на том берегу. Это не под землей, но уровень тогда был там. Это город над ним поднялся. Да. Это вот раскопки закончили, и сверху вот такую стилизованную стенку оставили. Там меняют наших солдатов, караул. Значит, в этом длинном здании последний раз работает театр танцев и музыки. И именно в этом же здании в 1800 году сам на рояле еще играл Бетховен тоже. Если хотите встречать президента, вы должны здесь быть 20 сентября. Это у нас праздник, день открытых дверей, когда людей пускают туда, куда вообще нельзя. Вот наши солдаты целый час там стоят, через полчаса между собой местами меняются, чтобы не уснуть. Вон там большая птичка сидит. И когда вот наши предки отправились из Сибири, через какое-то время увидели, что какая-то птичка летает с нами. Они считали, что это знак от Бога, что вслед птички надо идти. Это боковой ход сюда к президенту. Когда у него очень высокого ранга гости, то они тоже с этой стороны заходят. И на этой площадке лежит этот красный коврик тоже. Вон там этот балкон. Это корона, там сверху и герб наш. Значит, вон там терраса, куда можно выйти после переговоров с президентом или без. Вот это стеклянное здание, куда поднимается фуникулер, станция его. И вон отсюда красивая панорама на тот берег. Дунай рождается в Германии. Они живут на этих кораблях. В некоторых местах вон так останавливаются и маленькие экскурсии для них организуют. Вообще 9 мостов в Будапеште.
посмотрите на этого зайчика. Это, кроме нас, никто не знает, кто он такой. Это такую скульптуру делает украинец из Ужгорода, его зовут Владимир Кохотко. Он незаметно появляется здесь в городе и ставит такие малюсенькие скульптурчики. Да. Будайские горы. Они так и называются географически, да? Да. Сюда немножко спускается, там тоже есть что-то интересное. Там, смотрите, сидит черная птичка. Ворон. Это ворон, а в клювах держит золотое кольцо. По легенде, мама короля Матиша когда-то потеряла это кольцо, птичка нашла и возвращала ей. Король задумался полюбить птичку, даже так сильно, что потом ее поставил в свой герб. И название тоже дал по цвету птички, то есть черная армия у него была. И, естественно, его солдаты были жесткими. Как враг услышал о том, что им придется воевать против Матиша, они заранее испугались и убежали. Но у венгры очень воинственные, на самом деле. Ну что делать? Смотрите, вот эти ворота еще интересные. С первого взгляда как паутина, правда? Нет, это карта города. Вот это улички на одном берегу, там на другом берегу. Это половина другая, там вторая половина. И у нас здесь в городе есть остров прямо в центре реки Маргариты. То есть это одна часть острова, а там другая часть. А если вот закрыть, тогда вот целая карта. Ну попробуйте. Австро-Венгрия распалась после Первой мировой войны, да? Да, когда Фердинанда убили там в Сараево. Фердинанда убили, потом началась Первая мировая война. Да. И после войны уже была отдельно Австрия, отдельно Венгрия. Да. А вот эти новые венки здесь, потому что недавно был День армии, и вот они привезли вот это сюда. А вот сам праздник мы отмечаем 15 марта. Вон там желтый домик. Во время Второй мировой войны, значит, в этом желтом домике работал представитель Ватикана Анджело Рота. И во время Второй мировой войны в окружении синагоги фашисты создали гетто. Там собирали евреев, а потом перевозили их дальше в лагеря, в первую очередь в Польшу, Аушвиц. За это время они убили 6 миллионов людей, среди которых было 600 тысяч наших венгерских евреев. И, конечно, многие пытались им помочь. И этот представитель Ватикана делал фальшивые паспорта для них, чтобы они быстрее смогли уехать отсюда. Так, все дома, которые сейчас здесь видны, они построили в 18 веке, но фундамент у всех еще средневековый. И, кстати, вот здесь такая средневековая маленькая уличка сохранилась. Наш полководец Андраш Хади, который там на коне сидит, это самое главное, что сюда приходят студенты. Если они хотят сдать успешные экзамены, должны сюда обязательно прийти и держаться за мужскую гордость кони. Если этого не делают, то тогда, конечно, не сдают экзамены. А вон то, что впереди видите, это коронационная церковь. Здесь была коронация Франца Йозефа Иссиси в 1867 году, когда создали Австро-Венгрию. Носит имя короля Матиша. Смотрите на крышу, там красивая такая цветная черепица. Этот материал похож на фарфор, но это намного крепче, называется как пирогранит. А камни, из которых сложили стены, они мягкие, известняк, поэтому же и любили архитектора, потому что легко было обрабатывать. И проблема тоже в этом, очень быстро впитывает в себе грязь.